Про аниме-сериал «Евангелион» слышали практически все, ведь он уже более 20 лет является камнем преткновения для людей, интересующихся японской анимацией. Кто-то считает его претенциозной пустышкой с вечно ноющим главным героем, а кто-то до сих пор умудряется находить в нем ранее непознанный глубокий смысл. Но ни те, ни другие даже не подозревают о том, что «Евангелион» — это далеко не оригинальное произведение, и во многом он является переработкой предыдущей картины Хидеаки Анно, аниме под названием «Ганбастер. Дотянись до неба» 1988 года выхода. Причем, как мне кажется, оно будет по духу как и тем, кому нравится Евангелион, так и тем, кого его исполнение как-то обошло стороной. Но что более интересно, так это то, что не менее популярное аниме Тенген Топпа Гуррен Лаганн точно так же является наследием только что упомянутого мной Ганбастера. Одна лишь пафосная поза со скрещенными на груди руками чего стоит. А если копнуть чуть глубже, то окажется, что между этими тремя тайтлами куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Мало того, что многие моменты и сцены полностью повторяют друг друга, так еще и те же самые типажи героев, идеи, ситуации и сюжетные повороты кочуют из одной истории в другую. Оттого даже как-то удивительно, что никто до сих пор не объединил эти три произведения в одну общую меха-трилогию студии Gainax, в которой каждая из картин взаимодополняет понимание двух оставшихся. Но если с Евой и Гуррен Лаганном все понятно, так как их фанбаза заслуженно огромная, а люди до сих пор делают про них мемы и используют в своей речи к ним отсылки, то вот Ганбастер по каким-то причинам весьма неудачно затерялся в тени их гигантской популярности. При том, что он не просто лишь проба пера, которую впоследствии лишь в Евангелионе довели до ума, и именно поэтому он так всем и понравился. Нет, Ганбастер в меру своих возможностей на тот момент собрал вокруг себя достойное внимание и сильно поспособствовал росту популярности студии Gainax. Ганбастер — это не только лишь попросту первая, а потому соответственно важная режиссерская работа Хидеаки Анно, но и одна из ключевых картин студии, которая задала для нее дальнейший вектор творческого пути, а в ее создании приняли участие аниматоры, которые впоследствии, если уж не стали для определенного круга лиц культовыми, то как минимум сильно значимыми. Там и Хироюки Китакубо, отметившийся созданием первой экранизации Джоджо, а также аниме «Золотой парень», Йошиюки Садамото, с которым Анна затем создаст тот самый Евангелион, Кадзуя Цурумаки, режиссер Фурикури и аниматор Гуррен Лаганна, а также очень многие другие невероятно способные и амбициозные ребята. И по уровню вовлеченных в процесс создания талантливых аниматоров Ганбастер можно сравнить разве что с Акирой, который, к слову, вышел в том же году всего лишь на пару месяцев раньше. Но если тот создавался с подачки и при поддержке нескольких гиперкорпораций, а потому обладал солидным бюджетом и сразу метил на широкий экран, то вот у Ганбастера не было в распоряжении больших цифр, а его распространение осуществлялось с помощью видеоносителей, что как бы негласно занижало планку качества. Но так как над ним работали молодые, свежие, полные энергии и потенциала аниматоры, желающие воплотить в явь все свои нестандартные идеи, то закономерным образом их творческий запал сказался на всем итоговом результате, из-за чего Ганбастер обладает настолько удивительной для своего времени анимацией и детализацией окружения, что ему запросто может позавидовать большая часть созданных в те годы аниме-тайтлов и уж тем более практически все представители ОВА формата. Так что, как уже стало понятно, в этом видео речь пойдет об аниме, созданием которого занимались не старые пораженные жизнью дядьки, стоявшие у истоков японской анимации, а молодые и полные творческой энергии задроты, которые создавали свои сюжеты и истории в первую очередь для таких же, как и они, задротов. Речь пойдет об аниме В недалеком будущем человечество, построив гигантский космический линкор, получило возможность бороздить просторы Вселенной. Но вместе с тем космический флот привлек к себе нежелательное внимание таинственных космических существ, которые среагировали на появление людей как антитела на появление вируса. То есть начали их уничтожать до тех пор, пока не исчезнет весь человеческий вид. Так что для защиты Земли, помимо основного космического флота, были сконструированы механизированные роботы, пилотированию которых стали обучать в одной из стандартных японских школ. И одной из учениц этой школы оказывается девушка по имени Норико Такая, дочь героически погибшего капитана первого линкора. Так что у нее есть все причины для того, чтобы хотеть стать профессиональным пилотом. Тем не менее, никакими выдающимися данными она не обладает, и более того находится в своем классе в числе аутсайдеров, так как не справляется даже с базовыми тренировками. Тем более, что рядом есть всеми любимая старшеклассница по имени Кадзуми Амано, которая, по мнению всех вокруг, с легкостью справляется со всеми тренировками благодаря врожденному таланту и умениям. И если ее попадание в список тех, кто продолжит службу на космической станции, всем понятно, то вот что в этом списке делает главная героиня, у всех вызывает полное недоумение, в том числе и у нее самой. Так что у всех складывается впечатление, что внесли ее туда не за какие-то заслуги, а лишь из-за громкого имени ее почившего отца.
И отчасти так и есть, так как в список избранных ее собственноручно внес тренер, который был в составе экипажа первого линкора и которого спас отец главной героини. Но тот не просто таким образом вернул ему долг, тренер хочет действительно сделать из Норика профессионального пилота. Так что он показывает главной героине, что Кадзуми Амана умница и отличница не просто из-за какого-то врожденного таланта, а из-за постоянных и усердных тренировок, давая понять, что при том же подходе Норика способна достигнуть таких же высоких результатов. Так что в итоге главная героиня под контролем тренера начинает заниматься усерднее прежнего, и у нее действительно все начинает получаться. И, пожалуй, завершающей точкой этого испытания оказывается сражение с местной задирой, в котором Норика при неравных условиях умудряется победить и тем самым доказывает всем вокруг, а главное самой себе, что именно она-то и должна отправиться в космос. В итоге Норика и Амана вместе с тренером отправляются на космическую станцию, где происходит знакомство с третьей ключевой женской фигурой. Задиристой и эгоцентричной православной коммунисткой прямиком из Советского Союза по имени Юнг Фрейд. А по ее поведению и характеру нетрудно догадаться, прототипом для какого персонажа Евангелиона она в итоге станет. И та оказывается важной персоной для становления личности Норику, так как если Амана была для нее примером для подражания, то вот Юнг во многом ее соперница, которая с легкостью воздействует на ее слабые места, тем самым все-таки делая главную героиню сильнее. И дальнейший сюжет в большей степени будет посвящен пути становления Норика в качестве героя. Ее будет мотать то в состоянии отчаяния из-за неверно принятых решений, то она наоборот будет готова, как и ее отец, героически пожертвовать собой. И в итоге все придет к тому, что Норика с помощью гигантского робота, который может управлять только она, принесет людям победу в сражении против космических морепродуктов. И будь этот момент концом всей истории, аниме получилось бы пусть и по всем параметрам хорошо сделанное, но все-таки весьма среднячковое, даже по меркам 80-х годов. Тем не менее, это была лишь победа в локальном сражении, но реальное положение дел куда хуже. Сил человечества оказывается все меньше, а монстров все больше, так что шансы людей на выживание стремительно приближаются к нулю. Потому существует 6-й эпизод, и он разительнейшим образом отличается от всего того, что мы видели ранее. Ведь если до этого все было как-то оптимистично, ярко и красочно, то вот последняя серия выполнена в черно-белом кинотеатральном формате, из-за чего от нее веет какой-то грустью и унынием. Потому после нее впечатление от истории переворачивается с ног на голову и складывается ощущение, будто тебя жестоко обманули. Только при этом ты даже не понимаешь, а в чем именно этот обман заключался и стало ли тебе от этого хуже. Этот эпизод оставляет после себя двоякое послевкусие, и думаю, что те, кто видели концовку Евангелиона, с легкостью меня поймут. В общем-то говоря, на протяжении всего сюжета аниме Ганбастер активно заигрывает с темой искажения временного пространства. Проще говоря, когда для одного космического объекта время идет быстрее или медленнее, чем для другого. Так что служба главных героев в космосе буквально лишает их такого важного ресурса, как время. Потому хоть для Норика и прошло едва ли пару лет, когда она возвращается на Землю, для ее одноклассников прошло уже 1,5 десятка. Но если сейчас у нее хотя бы есть возможность с ними спустя столько времени пообщаться, то в скором времени ей предстоит, пожалуй, самый длинный временной прыжок, после которого Норика не факт, что сможет вернуться назад. А вот чем именно эта история закончится на самом деле, я не расскажу, потому что это стоит посмотреть и пережить самому. Скажу лишь то, что благодаря просто невероятным композициям Кохая Танаки, что при первом просмотре, что при третьем, я испытал одинаково сильные и приятно щемящие грудь чувства. На самом деле, во время просмотра Ганбастера возникает богатый спектр эмоций, при этом даже не всегда положительных. Некоторые моменты как минимум вызывают какое-то недоумение. Серьезно, зачем тут роботы качают пресс? И оно понятно, ведь Ганбастер во многом крайне экспериментальное аниме, которое лишь постепенно по ходу производства обрело свое самостоятельное лицо. А первоначально же оно создавалось просто потому, что студии Gainax нужно было придумать что-то такое, что зацепит продюсеров студии Bandai, и те профинансируют создание проекта. Так что смышленые ребята просто взяли и в наглую скопировали другое популярное в Японии сёдзе аниме про теннис под названием Bay Ace. Причем сплагиатили буквально практически все, что там было. Основных героев, чуть ли не весь сценарий первой серии и даже название аниме оставили то же самое, изменив в нем всего лишь одно слово. Разве что в итоге теннис заменили на пилотирование роботов, да и то, чтобы привлечь внимание атаку и продать им как можно больше мерча и экшн-фигурок. Так что неудивительно, что франшизу до выхода еще более кассового Евангелиона доили по полной программе, выпуская коллекционные карточки, модельки и все в таком духе. Вплоть даже до игры на PlayStation 2, которая получила
получилась очень даже неплохой, а также визуальной новеллы, в которой, отвечая правильно на вопросы, можно раздеть одного из 3 главных женских персонажей. Особенно сильно меня радует Артис Юнг Фрейд, в частности из-за задников с надписями на ломаном русском языке. И понятно, что молодой студии нужны были деньги, так что ее работники этого даже не скрывали. Потому, например, рофла ради сделали сцену сборки одного из линкоров, в которой его составные части находятся в пластиковых пазах, как у сборочной модельки, намекая на то, что именно в таком виде зрители его в итоге и увидят. И к слову о таких небольших деталях, отсылках и оставленных авторами приколов, здесь их невероятно много. Из чего-то обычного, вот, например, на заднике отметился Хидеаки Анно и сама студия Gainax. Или же вот тот же Анно повесил в комнате главной героини плакаты, отсылающие к студии Гибли, на которой он успел поработать какое-то время. А также постер с аниме «Космический линкор Ямато», на который Ганбастер тоже отчасти является пародией. Или же вот какой-то неизвестный аниматор-приколист среди обычных показаний приборов на английском языке в уголке спрятал японские слова чин-чин и кинтама, на сленге означающие члены и яйца соответственно. И такого в Ганбастере очень и очень много, оттого чувствуется, что его авторы подходили к созданию аниме с совсем присущим им энтузиазмом. Ведь, как я уже сказал, это аниме, созданное задротами для таких же, как и они, задротов. Но, пожалуй, особенно ярко в создании фан-сервиса отличился Йошиюки Садамото, человек, ответственный за анимацию подпрыгивания груди, на которую тут уж точно никто не поскупился. И говорят, что именно после Ганбастера чрезмерная физика груди ушла в мейнстрим и для многих тайтлов стала чуть ли не центрообразующей идеей. Так что свою благодарность или же ненависть вы знаете, кому адресовывать. И чем дальше двигался процесс производства аниме, тем специфичнее становилось его наполнение, а сюжет, созданный как всего лишь пародия, обрел собственную оригинальность и глубину. Во многом, конечно же, благодаря режиссуре Хидеаки Анно. И именно из-за плавного перехода от глупой и нелепой пародии к серьезному и трагичному финалу, каждая серия ощущается как какое-то самостоятельное и отличающееся друг от друга произведение. И несмотря на то, что Ганбастер был в своем роде первым, в нем уже в полной мере появились все те темы, характерные чуть ли не каждой работе студии Gainax, такие как неуверенность в себе, потеря близкого друга, принятие ответственности и многие другие. В этой истории чувствуется объем, но что главное, душа, которую в него вложили его создатели. И лично для меня Ганбастер ознаменовал переход от старого классического аниме, которое создавалось только лишь по крупным франшизам и с подачи гиперкорпораций, к эпохе, когда независимые авторы получили возможность делать то, что им хочется и как им хочется, при этом привлекая к себе внимание и даже собирая какие-то деньги. Благодаря Ганбастеру появились и Фурикури, и Евангелион, и Гуррен Лаганн, и еще множество других тайтлов, которые, может быть, и не были вообще причастны к студии Gainax, но на которых та оказала непосредственное культурное влияние. Оттого печально, что студия закрылась, а та эпоха повсеместных экспериментов и юношеского задора неминуемо ушла. Но зато какое богатое наследие она после себя оставила, как и для самой индустрии, так и для полюбивших творчество того времени зрителей. Так что если ты вдруг не смотрел Ганбастер или подумал, что просмотра моего видео достаточно, чтобы понять, что это аниме из себя представляет, в любом случае обязательно все-таки посмотри его, равнодушным тебя это аниме точно не оставит. Надеюсь, что тебе понравилось это видео, потому что сценарий к нему пылился у меня около полугода, так как я попросту не знал, как подступиться к этому тайтлу. Сначала я хотел разобрать все параллели, связывающие Ганбастер и Евангелион, но про Еву уже столько всего сказано, что хотелось сместить все внимание преимущественно на сам Ганбастера. Но в то же время для меня это не то аниме, которое хочется препарировать и разбирать, потому что как будто бы после этого вся его магия куда-то пропадает. Ганбастер — это то аниме, которое просто нужно смотреть и кайфовать. А в остальном же все как обычно. Ставь лайки, пиши длинные комментарии, но что самое главное, оформляй бусти, ведь только так я смогу делать свои видео дальше. А вопрос выживания канала сейчас для меня стоит особенно остро. Тем более, что с подпиской ты получишь доступ в закрытый телеграм-чат, где я всегда на связи и делюсь своими какими-то инсайдами. Ну а если вдруг у тебя таковой возможности нет, то подписывайся на мои телеграм-мы, мне это тоже очень сильно поможет. На этом пока что все. А пока.